Всем привет и добро пожаловать на канал. У нас вот прошли недавно дожди, где-то дня два шел дождь, земля вся покрылась коркой, начался бурный рост бурьяна, поэтому сегодня у меня очень-очень много работы. И спустя час примерно вот такой вот результат получился. А там он вдалеке на фоне, Алиса мне тоже помогает, удобряет грядки. И остался еще один участок, но здесь будет немного сложнее, потому что здесь растет эта чертова трава. Ну, я вам потом расскажу, почему она называется чертова. Вот именно об этом бурьяне я вам и говорю. Это чертова трава. Она вообще не вырывается. Просто срезаешь стебель, а корень остается внутри. И потом она опять растет. А что делать с картошкой, я не знаю. Она вся мокрая и при этом вся в бурьяне. Спустя несколько часов работы вот такой вот результат. Но, согласитесь, уже лучше выглядит, чем было. Проверяю рыжика на наличие клещей, а то вчера он меня обрадовал, целая куча здоровенных клещей было на нем. Но вроде бы сейчас ничего нету. Барри после того, как вернулся домой, немного поправился и уже опять ходит на огород, шляется везде. Купили рассаду перца болгарского. Сейчас будем садить. Не знаю, что из него получится, потому что в этом году что-то перец не идет. Также сегодня посадим вот этот вот острый перец, потому что уже нету смысла его держать в стаканчиках. А сажать его будем возле клубники, потому что больше негде.
Как видим, посаженный вчера перец принялся вроде бы хорошо. Надеюсь, он вырастет. Пришел проверить, есть ли еще клубника. Ну, как видим, что-то есть, но еще зеленое. А здесь вот тоже немного есть, но она уже маленькая. Вот покрупнее. Чуть-чуть вот так вот. Но это клубника дичка, она у меня уже растет не знаю сколько лет. Лет 10, наверное, и никто за ней не ухаживал. В итоге получилось еще чуть-чуть клубники собрать. Ну, она уже в основном мелкая, но есть и вот такие вот экземпляры. Ну, еще в холодильнике немного есть, на пару банок компота сойдет. Здесь новые посаженные в этом году клубники у меня. Вот есть одна. Надеюсь, она доживет. Никакая зараза ее не съест. Но это еще маленькая, она должна быть вроде бы больше. Обычно я сразу не включаю полив после того, как прохожу сапою, но сегодня особый случай. Итак, на один рядок из 60 кустов помидор нам нужно 35 грамм селитры. Это 7 крышечек по 5 грамм. Так, вот у нас полный бачок. Я его наполнил специально, чтобы когда я его включу, было видно, уходит вода или нет. Все, теперь идем на огород включать. Итак, как эта система работает? Мы берем этот шланг и подсоединяем его к этому крану. Все довольно просто. Теперь выключаем капельную систему и оставляем только один рядок, который мы хотим залить селитрой. Так, оставляем только этот первый, а остальные закрываем. Теперь включаем опрыскиватель на малых оборотах. И открываем. И вот понемногу вода уходит, раствор. Все, теперь пускай поливается. Сейчас вода идет самотеком, а не через мотор, поэтому напряжение не такое сильное, то есть давление.
Но если был бы включен насос, то вот эту вот штуку вырвало бы, скорее всего. Половина бака уже ушло. Каждому порядку. Вот там уже на дне чуть-чуть осталось, все, можно выключать. Теперь пускай этот один рядок еще поливается. А мы пока подготовим новый раствор. Третий бачок уже почти все. Уже довольно темно. Сколько время? Начало 9 уже. А еще целая куча работы. Вот такие вот продуктивные 2 дня у меня получились. Помидоры принялись хорошо, я очень рад. Да и в целом огород уже выглядит довольно-таки хорошо. Остается уже только давать селитру иногда и ждать урожай. Поэтому всем спасибо за просмотр и до следующего видео.